Как правильно точить цепь по дереву? Наверняка у вас есть много цепей, вы их точите, они либо плохо режут, либо вообще не режут. Значит, первое, что нам нужно знать, давайте я буду выражаться самым простым языком, чтобы всем было понятно. Вот у нас будет зуб режущий и зуб, который ограничителем служит. Значит, докуда вас стачивать зуб? Здесь изображено, вот мы видим зубы, то есть рисунок, он всегда есть ограничительный. Сейчас сфокусируем. Вот мы видим, докуда мы можем стачивать зубы. Значит, расстояние этих зубов должно быть... Мы ставим сейчас вот на высшую точку режущих зубов. Сейчас выставимся. Вот. Мы можем видеть, что есть зазор. Зазор должен быть от 0,5 до 0,8 миллиметров максимум. Вот мы должны видеть вот такой вот вид. И после мы можем подтачивать их. Когда мы подтачиваем, естественно, мы можем... как бы немного срезается, убирается уровень, и если надо, мы подрезаем каждый ведущий зуб. Вот, ведущий зуб для чего служит? Как я уже сказал, от 0,5 до 0,8 мм это допуск, потому что если у вас острая цепь, вам не нужно, бывает, ребята стачивают там, делают миллиметр, полтора, это больше зацеп идет каждый раз. Больше нагрузка на мотор, может пила глохнуть, перегреваться, если это электронная, когда в этом случае это электропила. Если это бензопила, то нагрузка будет идти на всю систему вообще. И просто цепь либо будет слетать, либо пила будет глохнуть. Вот, поэтому ограничитель, он служит для того, чтобы рез был там до 0,5, до 0,8 миллиметра. До 0,8 миллиметра. И вот это обязательно, это везде указано, вы можете почитать, где угодно это указано. И потом вы подтачиваете. Если вы сильно много будете спиливать, ну, значит, будет нехорошее последствие. Потому что если у вас обороты хорошие, острые, то, как уже сказал, за считанные секунды такая толщина дерева перерезается. Вот. А в следующем видео я хочу 5 значит, методов показать по заточке цепи. В принципе, вообще несложно, будет легко. Подписывайтесь ко мне на канал, у меня много полезной информации.